Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, вы знаете, я бы не подумала еще недавно, что я буду произносить это название, но такое есть. Сегодня я поговорю о баба-раб. Вот такие вот есть мужчины, и мужчины, конечно же, прекрасно знают, о чем я буду говорить, и у меня уже были похожие видео на эту тему, но сегодня я бы хотела более обширно поговорить. Знаете, какая бы женщина с виду ни была милая, податливая, которая все бразды правления с самого начала дает мужчине, показывает, какой он сильный, главный, но когда люди привыкают друг к другу, раз, и все может измениться, и женщина может сразу измениться, сценарий, все может пойти по другому сценарию, и мужчина уже будет рабом, который будет выполнять то, что говорит женщина, и может попасть в ловушку, из которой может не выбраться или выберется, но с большими последствиями. И, знаете, я подумала вообще на тему рабов. Есть вот такое разделение, считается, что да, мужчины сейчас рабы, а женщины, они как бояре, как раньше было, да, в крепостное право в России было длительное время, очень длительное время крепостное право. Для тех, кто, может быть, меня помоложе смотрит, в двух словах, может быть, кто не знаком с этой системой, вот был богатый человек, и у него были люди, которые там землей занимались или чем-то другим, но был, в общем, такой человек, который являлся собственностью этого богатого человека, то есть это как вещь, он мог этого человека продать, он говорил, что ему делать, как, когда, то есть полностью вообще распоряжался этим человеком. Конечно, мы сейчас не в такой системе живем, но все-таки что-то похожее есть. Есть что-то, знаете, у нас как бы завуалировано, как будто мы вроде бы свободны, но вся система говорит по-другому. Мы на самом деле не свободны, ни мужчина, ни женщина, на мой личный взгляд. То есть 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 такая система, когда печатаются деньги в бесконечном количестве. И если говорить про обычный или там средний класс, да, фактически мы должны мы тоже работаем за эти деньги, мы находимся в определенных, перед нами есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. И вот это вот момент потребления, сейчас на этом все и завязано, то есть что-то показывается людям и говорится, что именно эта вещь нужна тебе. И люди верят. На самом деле, в принципе, человеку не так и много нужно для счастья, для жизни комфортной. Но мы погрязли просто во всем этом мире потребления. Поэтому снимается очень много рекламы. Я вот иногда смотрю какую-то рекламу, думаю, ну кто в это поверит? Ну вот кому вообще это вот, неужели не придет в голову, что это вот, что это не нужно, или что это вот специально делается. Причем, естественно, появляются люди, которые понимают, вот есть люди, которые будут вестись на эту рекламу, и они это создают, и на этом, естественно, зарабатывают. Мне просто с одной стороны жалко людей, которые вот на все это ведутся, а с другой стороны я понимаю, что немножко можно и подумать, что для чего все это делается. И знаете, как из преступления наказания было? Тварь ли я дрожащая или право имею? Вот кто-то считает себя, что он право имеет как раз, а кто-то считает себя тварью дрожащей, которая, в общем-то, ничего не решает. И я еще, знаете, о чем подумала? Я подумала о том, что вообще, мне кажется, сейчас со всей такой печальной ситуацией во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, отцы, папы должны мужчинам прививать вот это вот правильное поведение с женщиной. Не такое действительно рабское, что мужчина должен прям прислуживать. Вы знаете, адекватной женщине такое поведение, это, кстати, не понравится даже, потому что если женщина сама интересна и сама такая интересная личность, в первую очередь,
то такой личности хочется также видеть рядом с собой личность, а не какое-то что-то такое не совсем четкое по поведению, да, не совсем какое-то. Ну, то есть все равно женщине хочется видеть мужчину, который будет сильнее, который будет больше что-то решать, там, да, ну или хотя бы не так, чтобы там постоянно женщину слушать и уже совершенно не знать, как ему без женщины быть в каких-то ситуациях. А таких мужчин, знаете, встречаются такие мужчины, и думаешь, ну как же ты живешь-то на свете, как же тебе не просто. Вот, поэтому мне кажется, что мужчины должны прививать сыновьям вот это вот поведение, конечно же, если у них у самих такое есть. Мне вот кто-то, ну, есть такое понимание, да, правильное, мне вот кто-то в комментариях написал достаточно такой, мне кажется, адекватный комментарий, что мужчинам, конечно, не дается от природы, вот опять же, да, так вот, мужчина должен стараться производить впечатление на женщину, он должен учиться, он должен практиковаться, он должен понимать, как общаться и вести себя с женщиной, а женщина как бы вроде как позволяет. Ну, хотя на самом деле, вы знаете, женщина тоже получает опыт. Женщина может изначально неправильно себя вести с мужчиной, и потом она уже тоже понимает, как верно, да. Но мужчина все равно больше должен стараться, чем женщина. Так вот оно получилось. Поэтому вот этот комментарий я запомнила, действительно хороший, к сожалению, не помню автора, кто написал, какой-то там никнейм, да, я вот это не запоминаю, вот, что мужчина фактически как бы вот он от природы не дается, и он должен этому учиться, да, и тоже вот история, когда вот кажется, женщинам нравятся плохие мальчики, а хорошие не нравятся, да, вот хороший, вот вроде он даже не то, что угождает, но он хороший по поведению, он воспитанный, он такой правильный, может быть, он такой приятный весь, да, он такой милый, да, а тут вот некоторым женщинам подавай такого бэдбоя, и вот как понять, да, что нужно женщине, вообще, непонятно, что нужно. Вот, поэтому мужчина-то и не понимает, разрывается, ты вроде должен быть хорошим, а вроде ты должен быть, ну, вроде как и рабом ты должен, как бы должен быть, да, вот, а вроде как и рабом-то некоторым даже уже не подходит, ну, то есть, в общем, такая вот история. И, значит, рабы, да, бабы-рабы, это вот, значит, те, кто там, ну, платит алименты, понятно, то есть те, которые там не бабы-рабы, они как бы вроде как, ну, отказываются платить алименты. Кстати, таких историй на самом деле достаточно много, когда мужчина не платит алименты все-таки. То есть угождает женщине баба-раб, он всячески там будет добиваться ее до последнего, то есть не баба-раб этого делать не будет. Потом, значит, он будет платить за нее везде, то есть на Западе, конечно, уже давным-давно за женщину можно не платить, и вообще там все совершенно в этом плане по-другому, вот. Но в России тоже уже все это просочилось, тем более мужчины понимают, что женщины просто используют мужчин в финансовом плане, поэтому, знаете, тоже мужчины не дурачки и не хотят, чтобы на них тут так вот, в общем-то так использовали, да. Поэтому, то есть баба-раб, он за все равно платит, зная даже всю подноготную всей этой истории, вот, а не баба-раб не платит. Ну и так далее, да, то есть полностью там принимает решение только с женщиной или вообще просто даже сам не принимает решение, отказывается там от теста на ДНК, то есть доверяет своей женщине, да, а не баба-раб, он проверит, потому что тоже случаи таких историй, там, знакомых, незнакомых, когда мужчина там потом через много лет, сюрприз, выясняется,
оказывается, что, в общем-то, такая интересная история случилась, и мужчина воспитывает не своего ребеночка. Вот, ну и там дальше, да, все, что, в общем-то, можно представить. Вы знаете, на самом деле, конечно, я считаю, то, что баба раб — это мужчина, который, значит, цели будет ставить только ради женщины. Вот, например, знаете, даже взять, к примеру, мужчина встретил женщину, я вот знакома была таким человеком, он встретил женщину и стал стараться. Значит, до этого ничего не клеилось у него, он стал стараться, он там возобновил свой внешний вид, он накачался, и все вот, все ради женщины. Потом они расстались, и он сразу сдулся, перестал чем-либо заниматься, у него сразу пошло крест на диете, никакого спорта, да, и он сразу снова вернулся в то, какой он и был. Ну вот это вот я вообще в мужчинах не люблю, то есть, мужчина должен, вот независимо от того, есть у него женщина, нет у него женщины, это вот если бы женщины тоже, вот нет мужчины, и она ходит такая, не пойми какая, да, не одевается красиво как-то, не ухаживает за собой, такая вся какая-то заросшая, да, а тут раз мужчина, и она такая вся снова, а потом мужчины снова нету, и она опять вернулась в такую-то учительницу, которая вообще там можно попугать, вот. Ну, то есть, как бы, в большинстве у женщин такого нету, вот. А мужчины, вот часто, кстати, такая история, встречают женщину, они раз такие, и все, как обновление такое, сбросили старую кожу, и вот они новые. Ну, а потом вот куда-то все это девается. Ну, то есть все равно, мужчина должен оставаться вот с этой своей целью. Он должен идти, несмотря ни на что. Поэтому вот, да, наверное, вот эти вот баба-раб, вот этот он все-таки будет, будет, вот как я описала, да, все-таки зависим очень от женщин. Ну, конечно, слушает, все решения принимает женщина, он только вот может соглашаться. Вообще считается, что вот баба-раб, мужчина, он хочет таким образом еще и в обществе так закрепиться, показать себя альфа-самцом при всех, да, вообще вот, то есть у него вот этого внутреннего понимания нет, такой какой-то цельности, стержня вот этого мужского. И поэтому таким образом он хочет и в глазах женщины казаться таким ой-ой-ой, сильным таким Александром Македонским, вот, и в обществе, да, чтобы заметили и сказали, ну какой мужчина, как он все делает, какой он для женщины все старается, там и на колено упадет, и цветы преподнесет, и вообще, вы знаете, вот тоже думала на тему того, все-таки хороший мужчина или такой bad boy. Здесь должна быть грань. Вот мужчина очень четко должен чувствовать вот эту грань. Во-первых, конечно, у мужчины должно быть уважение к женщине. Вообще, в принципе, оно либо есть, либо его нету. Но здесь, конечно, все зависит еще и от женщины, смотря какая женщина. Некоторые ты будешь уважать, а некоторых, конечно, нет. Но, тем не менее, изначально мужчина тоже по комментариям много читаю, очень много неуважения к женщинам. Я понимаю сейчас такие женщины, да, но тем не менее, если у вас это уважение есть, то оно не должно переходить на какое-то оскорбление, как-то, в общем, вот это вот меня печалит на самом деле, как мужчины очень так, прям женщинам очень... Вот, и вот эта вот грань, конечно, должна быть между тем, чтобы быть таким, нравиться, да, своей женщине, чтобы сохранять вот это вот какой-то баланс между силой внутренней, когда мужчина сам все-таки
тоже я все-таки считаю, что мужчина должен быть таким ведущим в отношениях. Равноправие, да, но тем не менее мужчина должен быть сильным очень. Вот таким вот он все-таки должен направлять. Он должен, даже так, может быть, женщина может направлять, а мужчина должен вести как главный, как лидер. Вот, поэтому, конечно, Баба Раб, он подходит под эту систему, про которую я вот сказала с самого начала, он подходит под нее, потому что все законы и все сейчас выстроено так, чтобы именно вот такие мужчины были. Но для реальной жизни все равно такой мужчина не подходит, потому что женщина, настоящая женщина, бабу раба, вот такого мужчину раба, не будет уважать. Но вот, ничего с этим не сделаешь. То есть они могут жить на одной площади, но вопрос как они будут жить? Это будет борьба. Женщина постоянно будет хотеть видеть какие-то поступки, видеть сильного мужчину, а его не будет. Хотя есть, конечно, женщины, которые соглашаются на то, чтобы рядом с ним был слабый мужчина, и вот так вот тоже живут. Мне ближе первая история, нежели вторая. Я считаю, что она более здоровая, и вообще так оно и должно быть. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже завтра в следующем видео. До новых встреч. Пока.